Лук– это самый универсальный продукт, без которого невозможно приготовить практически ни одно блюдо. Его специфический вкус и запах придают блюдам изысканность и пикантность. Он делает еду гораздо вкуснее. Еще это один из самых популярных продуктов в народной медицине. Причем большинство его полезных свойств, известных с давних времен, подтверждает и современная наука. Подтверждает, но корректирует и уточняет. А польза этого овоща для организма ничем не заменима. О том, какой лук полезнее, сложно судить. Каждый сорт по-своему полезен, и нужно полагаться на свой вкус. Какие же витамины в луке делают его таким важным для употребления? В состав лука входят витамины группы В, витамин А, С, ПП, Е. Помимо этого, лук богат микроэлементами и солями, такими как бор, марганец, фосфор, натрий, калий, магний, железо. Отдельное внимание заслуживает наличие в этом овоще растительного гормона, регулирующего уровень сахара в крови, глюкинина. Это не растение, а целая аптека. Давайте узнаем, как часто можно есть лук. Лук можно включать в свой рацион каждый день, если он у вас не вызывает аллергических реакций и не вызывает дискомфорта в желудочно-кишечном тракте. При термической обработке этот овощ не теряет полезных свойств. Если съедать в день одну луковицу средних размеров в любом виде, сыром или приготовленном, это пойдет вам на пользу. Одна средняя луковица обеспечивает 20% ежедневной потребности в витамине С, а зеленый лук, польза которого фактически дублирует пользу обычного лука, также станет отличным дополнением к вашему рациону. Энергетическая ценность лука – 41 килокалория на 100 грамм свежего продукта. Польза для здоровья такого простого и будничного продукта, как лук, просто впечатляет. Итак, полезные свойства лука. Лук – это мощный природный антисептик. Он содержит фитонциды, эффективно убивающие грибки, вирусы и бактерии. Именно поэтому он используется для профилактики и лечения простуды, ангины и даже гриппа. Регулярное употребление лука в пищу активизирует работу желудочно-кишечного тракта, улучшает состояние микрофлоры кишечника и избавляет от лишнего веса. Лук также влияет на понижение уровня холестерина, а следовательно уменьшение риска сердечных заболеваний. Он содержит противовоспалительные компоненты, а также вещества, которые предотвращают высокое давление и образование тромбов. Лук обладает противовоспалительным эффектом, является отличным профилактическим средством целого ряда опасных недугов, в том числе и онкологии. Еще он обладает заживляющими свойствами при гнойных инфекциях. Лук также полезен для мужчин, поскольку он благотворно влияет на мужскую половую функцию. Употребление лука может помочь контролировать уровень сахара в крови, что особенно важно для людей с диабетом. А сейчас рассмотрим несколько интересных народных рецептов. Избавиться от кашля поможет луковый сироп, обладающий отхаркивающим действием. Мелко нашинкуйте луковицу, залейте стаканом воды, прокипятите, немного остудите и добавить 2 столовых ложки меда. Через полчаса процедите отвар и принимайте по 1 чайной ложке несколько раз в день до еды. Пропаренный лук с сахаром назначают при болезнях желчного пузыря и печени. При пневмонии, ангине, остром воспалении верхних дыхательных путей делают ингаляции с луком. Для этого удобно использовать заварочный чайник, который сначала ополаскивается крутым кипятком, а затем на треть заполняется мелко нарезанным луком. Дышать испарениями можно через носик чайника по 10 минут 2-3 раза в день. Наружно-луковый сок применяется в виде компрессов при нарывах, язвах, дерматитах, ожогах. Также печеный лук ускоряет созревание фурункулов. После их прорывания овощ оказывает противовоспалительное действие. Для избавления от глистов может помочь следующий рецепт. 2 крупные луковицы мелко нарезать и залить 500 мл кипятка. Настоять 12 часов и пить полученный настой лука за 30 минут до еды по 3 столовых ложки 3 раза в день. Эта разновидность настойки больше подходит для детей, а взрослые могут попробовать другой вариант. На пол-литра водки потребуется 4 луковицы среднего размера. Очистите лук от шелухи и мелко нашинкуйте, залейте водкой, плотно закройте емкость крышкой и поставьте в темное место на 14 дней. Готовую настойку необходимо профильтровать. Разовая доза 15-20 капель до еды, не более 3 раз в день на протяжении 21 дня. Луковая шелуха тоже заслуживает отдельного внимания. Ее всегда выбрасывать считают бесполезной, и зря. Она тоже очень полезная часть репчатого лука. Ее можно использовать во многих случаях. Настой из луковой шелухи помогает при мышечных судорогах. Его нужно пить по полстакана на ночь каждый день. Крепкий отвар луковой шелухи помогает при цистите и почечных заболеваниях. Его нужно пить по столовой ложке 3-4 раза в день. Крепкий настой из луковой шелухи помогает при грибковом поражении ногтей. Попарьте их полчаса в течение месяца. Также важно знать не только о пользе, но и кому нельзя есть лук или стоит ограничить его употребление. У лука есть ряд противопоказаний. Овощ в свежем виде не рекомендуется употреблять людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, гастрит, язва желудка, так как это может вызвать раздражение слизистой.
Некоторые люди могут испытывать аллергию к репчатому луку. Она проявляется в виде зуда, сыпи и нарушения дыхания. Таким образом, чтобы от лука была польза, а не вред, необходимо следить за частотой и количеством употребляемого продукта, и при отсутствии противопоказаний желательно добавлять его в свой рацион для профилактики многих заболеваний. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Всем крепкого здоровья. Не забудьте подписаться на мой канал, ставить лайки и комментировать.